Привет, мои хорошие. Прямо сейчас мы будем жестко бухать с локтя. Гусар! Если тебя интересует, присылают ли мне члены, то да. Дудь, покажи грудь. 70 парней и 2 девушки. Наверное, за нами начинают гнаться люди с оружием. Колоду не закончил. Стоп. Вот сейчас, да? Я же идеальная женщина Там для вас. Давайте публикуют. создадим семью. Я пишу песню для Ксении Собчак. Однажды я проткнул ассистентку во время фокуса. Ку-ку, котята. Ну что, осенняя хандра уже успела вас настигнуть? Не переживайте. Я знаю отличный рецепт, как с ней бороться. Убедитесь, что рядом играют кубинцы, возьмите бокальчик, налейте в него вкусненького и приготовьтесь к светлому будущему. Ну и к новому выпуску шоу «Бар в большом городе». Муа. Ребята, бельчата, зайчата, котята, мы жутко рады вас видеть. Спасибо за то, что вы пришли, мы вас очень любим. Те, кто подписался, наши подписчики любимые, мы вас обожаем просто. Спасибо за то, что вы с нами. Те, кто смотрит нас втихаря, мы вас почти не любим. Но начнем любить, как только вы нажмете вот на эту кнопку. Подписаться, кажется, она называется. Имейте совесть, в конце концов, вы нам нужны. Это же бар в большом городе. Меня зовут Ира Чеснокова. Мы рассказываем здесь классные истории в очень классной компании. Какие будут истории, кто знает. Но компанию представлю прямо сейчас. Вы готовы? Эй! Так, создатель шоу «Супер стихи». Рэпер, сонграйтер, гострайтер. Человек, чьи песни звучат из каждого утюга. Да что там из утюга? Из Бузовой звучат его песни. Рэпер Саша СТ. Здорово. Привет. Привет. Привет, привет. Или поэт, как Привет. правильно называть тебя? Следующий наш гость мог срубать миллионы и миллиарды, если бы додумался стать шулером в поезде дальнего следования. Но нет! Его хватило только на то, чтобы стать прекрасным иллюзионистом, фокусником. Ведущий и один из авторов программы или продюсеров. Как себя похвалить? Ну как? Креативным создателем, Создатель да. грандиозной, самой магической программы на отечественном телевидении «Все, кроме обычного». Александр Муратаев. Здорово. Привет. Привет. Почему ты не шулер? Ты бы мог. Слушай, ну на самом деле, почему не шулер? Так, хорошо, я это думал, сегодня где прозвучит. кошелек-то? Ладно. Вот-вот. Наша следующая гостья. Певица, актриса. Я смотрела ее интервью, и в одном из них она сама призналась о себе, что где бы она ни появилась, обязательно фигурирует слово «раздеваться». Это да. Такое было, такое было. Наши редакторы просили передать «если вдруг». Да-да. Ну, они надеются, в общем, что наше шоу не станет исключением. Давай, если вкратце. Ну я попробую. Анна Седокова у нас в гостях. Анечка, если почувствуешь себя неловко в одежде, не сдерживай себя. Хорошо, поговорим. Привет, очень рад тебя видеть. Привет. Привет. Муа. Ну и, конечно, наш вечер был бы неполным без человека, у которого что-то очень интересненькое в бокалах. Степан Балабанов. Степ, привет. Привет. Привет, вечер. Степан. Пам-парам. И сразу не с пустыми руками. Москому. Спасибо. Это очень вкусный Москому, пальчики оближешь. Это соленая... это нет, это... Здесь у нас old fashion. О, трабьян. Здесь я решил немножко разбавить, начать вечер Кровью. с такого Нью-Йорк саура, немножко кровяного, да, там прям сверху есть, но это кровяной мальбек, поэтому он будет в 2 раза вкуснее, поскольку ты любишь вино, и здесь же он тоже присутствует. Ага, Точнее, оно. интересно. Ирочка, и для тебя. Ребята, наконец-то, за встречу. Ура, За вас. ура. За встречу. встречу. Ура! За вас, товарищи зрители! Откуда вы к нам, скажите, пожалуйста, примчали? Где вы были до этого? Я из Челябинска прилетел сегодня. Неплохо. Большая честь для нас. Спасибо. Сразу к вам практически с самолета. А что там было в Челябе? Концерт? У нас было два дня концертов группировки «Ленинград». Ой, слушай, Юрий Дудь сегодня говорил, что он тоже в Челябинске после. Да, был. А был что там, на вашем концерте был? Слушай, ну, ходит парень, он, знаешь, он как группис. Да, у вас Да, он ездит, Не ездит. знаете, как от него избавиться уже? Ездит за Ленинградом по городам, все время грудь покажи дуть, мы его называем. Грудь покажи, Дудь. Грудь покажи дуть, не наоборот.
Это уже просто очень хороший у тебя коктейль. Дудь, покажи грудь. Мы так кричим, когда идет песня «Сиськи» в Ленинграде. Мы такие: Дудь, покажи грудь. И он сразу. О, И он где бы ни был... всегда. По скайпу мы выводим Слушай, автомобиль. интересно, а у него маленькая или большая? Ань, я думаю, что... Вот такая? Что грудь Дудя конкуренции никому здесь Ты не думаешь, составит. я что ли завидую? Как давно никто не обсуждал грудь Дудя? Вот видишь, еще Грудь, Дудя. только первая секундочка, мы уже обсуждаем грудь. Я же тебя предупреждала. Спасибо, сразу. что пришла. Грудь Дудя, если в одно слово, то это звучит как название гриба какого-то. Грузди, Причем груди такого, Дудя. которым, знаешь, квас делают, только в банке. А на чем Заболевание, целиквас? похоже на заболевание. У меня грудь Дудя воспалилась там У вас- где-то на у вас- косточке. Посмотрите, пожалуйста. О, да у вас грудь Дудя. Как приговор немножко это звучит. Есть. Саша, откуда ты? Слушай, мне вообще очень интересно. Я прилетел с выступления из Италии в Питер. Один день в Питере. Сюда приехал на съемки к тебе. И в 6 утра опять улетаю в Италию. Это как жалко тебя, Да, Саша, я вот, тебя. бедняга. Никому не пожелаю. На самом- Вот так вот, со съемок на съемки и в Италию, И в Италию. бедненький. И я был в очень интересном месте, называется Равелла. Это юг Италии, там потрясающие виды. Ну и, конечно, там Потрясающие виды, русские, у которых много денег, праздновали свою свадьбу. Очень дорогая. Что там делал ты, Я, если там русские, у которых много денег? я удивлял, я просто поехал как раб и показывал А, вот фокусы как. там, да. То есть они такие удивлялись. О, что тут делаешь? Я вас удивляю. Удивились? Я поехал на бар в большом городе. Я, нет, на самом деле, очень люблю выступать вот в Париже, в Италии, потому что это хоть как-то разбавляет московские, питерские выступления. И погода, конечно. Попробуй Челябинск. Это очень сильно разбавляет московские и питерские выступления. Вообще есть много прекрасных городов. Ты еще задала вопрос этот, и я понимаю, что я иногда, я с трудом даже вспоминаю, где я была вчера, потому что мне понадобилось 1,5 минуты, пока вы отвечали. Думаю, блин, где же Кто я была я? вчера, Так, кто начнем я? с этого. Я иногда даже не понимаю, я преодолеваю столько расстояний, что я просыпаюсь и так, черт, где я, в каком городе, где Солнца я? нету. О, Сардиния. Сардиния, о, Челябинск. Я, кстати, мечтаю попасть в Челябинск. Нет, У меня не даже надо там Ты не о есть. том попасть в мечтаешь. Челябинск. Подожди, не произнес. Она Челябинск произнесла, здорово. не сбудется, все В нормально. Челябинске здорово очень. Я был Знаете, только в Челябинске Челябинск, я зимой, мечтаю там к вам попасть. очень мрачно. То есть Эти снобы! Нет, мы потрясающе. Мы ехали, во-первых, туда где-то 7 часов, потому что нас завозили в разные места. Мы Ну, там доехали. столько всего надо посмотреть, конечно. Слушай, нет, серьезно. Мы ехали, была осень, потом наступила весна, а в конце зима. Зима. И снег. И мы приехали, сходили в баньку, пошли наверх, сидим, кушаем, и там такой очень красивый вид из окна. Вы И были мы- в отеле, и видим- которое вот единственное высокое Да, здание да, посреди города. да, именно в нем. 25 этажей. Березка он называется? Спроси меня, откуда я Нет, знаю. Серьезно? это не Я березка. не знаю. Не березка. Откуда ты знаешь, Ань? Это не березка. Это не березка. Спрашивай меня, откуда я знаю про Челябинск. Не, просто весь Челябинск — это двухэтажные такие домики, из них идет из каждого большой столб дыма, потому что там все в заводах. Нет, там все прекрасно. Люди пытаются сжечь Но там все, была чтобы фишка им в том, что мы выделили что-то сидим, другое. смотрим на дома сверху, и тут просто на всем районе гаснет свет. Просто в окнах, просто район гаснет. Романтики. Официант подходит, мы такие: у вас тут свет погас на районе. Он такая: бывает что. Просто бывает что, понимаешь? Подождите, топ-3 лучших мест в Челябинске. Куда надо сходить, что надо посмотреть? Там, по-моему, одно место. 4-й этаж. 3-й этаж. Во-первых, в Челябинске, во-первых, там падал метеорит. То есть там есть место, куда он упал. Можно прийти? сказать, Там ну, есть куски ага. метеорита, которые продают все в Челябинске. Ага. Из Челябинска есть, кстати, потрясающая группа Триа Грутрика. О, да. Вот. И в Прям для Челябинске... тебя название. Да. И в Челябинске есть, на секундочку, кирпич, предсказывающий погоду. Всегда снег и зима. Ну, это вот тут Триа Грутрика, кирпич и... Метеорит. И метеорит. А что значит, как кирпич предсказывает погоду? Ты видел его? Мы когда приезжаем в город, нам надо, говорят, куда сходить. И вот нам прислали фото кирпича. Я не дошел до кирпича. А как он предсказывает? Я не знаю. Покрывается мхом, что Я не знаю. Но вот Валите отсюда! есть уникальная у всех возможность съездить в Челябинск и узнать, как кирпич. Захотелось поехать в Челябинск. На самом Да. деле, мне это никогда не присылают такого. Представляешь, какая уважаемая и потрясающая у вас группа. То есть тебе не присылают У меня фото нет кирпичей? райдеров, в котором указано, пожалуйста, посетите этот город, эти достопримечательности или эти. У нас, во-первых, потрясающий турменеджер в Ленинграде. Женечка, если это сможешь, большой тебе привет. А во-вторых, У вас в каждом городе отдельный турменеджер? Нет, у нас свой постоянно. Можете спросить, а что тебе, Ань, присылают? Какие фотографии? Да, пожалуйста, расскажи. Вот эти? Нет, ты сейчас ты хочешь, чтобы я перескочила на ту тему, о которой ты спросил? Нет, я да, просто мне Просто расскажи, присылают. что тебе присылают. Я Нет, просто обычно спросила, мне что не тебе присылают. Мы же Обычно про присылают историю. турменеджеру все, что должны прислать.
А про истории, если тебя передай, типа. интересует, если тебя интересует, присылают ли мне члены, то да. Спасибо. Я вообще спрашивал, что тебе присылают, но... Слушай, знаешь, Есть какая-то подборка у тебя топ лучших? Вот мы про это члены спросили, может, ты покажешь нам, поделишься. Нет? Вообще это было да, скучно. у Вот меня сейчас есть очень один Есть крутой, один да. любимый. Один любимый, он прям очень крутой, правда. он постоянно присылает. Ты знаешь, я сейчас Пропал недавно куда-то, как переехал. сдерживаю себя для того, чтобы не произнести эту фамилию вслух. Давай, что но... Да не Мы сдерживайся. знаем, кто это? Бухни. Блин, вы не понимаете. Басков кто? Такой красивый вообще. Что? Кто красивый? Следующая история. Кто красивый-то? Что тебе присылают? Расскажи людям. Уважаемые миллионы ждут. Тише, тише. Сидели же нормально, говорили про кирпичи. Просто проблема, Ты сама про член начала. Проблема в том, что просто эта история ни одна не будет интересной. Ну, То есть сейчас уже я даже не знаю, чего рассказывать. да. ты Знаешь, можешь, Тебе присылают? А? Присылают? Тебе Мне присылают в том-то и что-нибудь? дело, что нет. Мне еще Самая большая похвастаться, гадость, да. которую тебе прислали? Гадость? А на самом деле вот почему-то гадости мне не присылают. Ну, сказали, что твои фокусы говно. Ну, наверное, такая гадость. И обидно, потому что вроде хорошие. И все? А за что, мама, за что? А Нет. тебе шлют какие-нибудь? Мне? Что-нибудь? Грудь Дудя тебе шлют? Ну нет, грудь Дудя, я же говорю, он сам приезжает и показывает. Вот я бы нет. Мы, наоборот, шлем его, говорим, Дудь, уйди. А он говорит, нет, пожалуйста. Он тебя проклянет после этой передачи. Мы будем надеяться, хоть бы. Хоть бы, да, конечно. А вы чувствуете какой-то у вас конфликт, да, с Дудем? Да нет. У тебя? А Я почему была ты бы так рада, если бы искренне у вас был радовалась, бы чтобы он его А проклял? позови Дудя. Он не идет. Он говорит, меня дофига везде, я не пойду. Ой, это говорит, Прикажи ему. как так? Куда? Ведь ты же его повелитель. Куда? Юра, я повелеваю тебе. Ты должен прийти и сняться в программе «Бар в большом городе». Вау, так можно было? А давай еще Путин. Ты можешь Путину сказать? Никто не может ничего сказать. Ну, да, это факт. Ребята, Оп, интервью закончилось. у меня... За мной Ну, не приехали, будем. по-моему. Что там про Путина, да? Зачем? Нечем продолжить, собственно. Расскажите про ваш самый лютый корпоратив. Лютый, понимаете слово? Блин, слово кокаин можно произносить? Да, приветствуйте. Мгм. Ты уже, кажется. А у меня не было никогда такого слова, поэтому я просто спросил вас. На самом деле было выступление, когда у меня есть такой фокус. Раньше был фокус, когда ставится острый колышек, 4 поставки, один острый Все колышек. бегают вокруг стула и... Не, это корпоратив другой будет. Это СИЗО, судя по последним новостям, которые я тоже прочитала в Телеграме. Ты такая молодежь, ты читаешь вообще. Что ты умеешь читать? Причем это было выступление, после которого я прекратил показывать этот фокус. Итак, стоят 4 подставки. В одну из них случайным образом вставляется колышек. Он действительно очень острый, металлический. И все подставки накрываются 4 пакетиками. А у тебя много корпоративов просто? И головой надо разбить. У меня, кстати, рекорд по корпоративам. У меня в 2012 году был рекорд. С 16 декабря по 31 декабря было 54 корпоратива. За 15 дней, да. Это много. Это рекорд был, да. Сколько это денег? Я не помню. Учитывая, что ты воруешь еще, Я конечно, до кошельки. До 28 числа я начал сам с собой разговаривать, и мне сказали, что хватит. Вот. Короче, смысл в том, что, значит, мы поставили эти 4 подставки. Так. В одной из них колышек. Так. Накрыли... 5 подставок, извини, обманул. Накрыли пакетиками, размешали, и смысл в том, что... пакетиков что было? Мы высыпали, потом это уже использовали. Ага. Я тебе, да, расскажу. Вот, и смысл в том, что выходит абсолютно пьяная, невменяемая женщина, и я должен ее спрашивать, по какому пакетику бить, и после этого беру ее руку и бью. И она, так как она пьяна, она говорит, я сейчас совсем разберусь, и берет, и начинает бить сама Ау! по 2 подряд пакетам. И я даже не мог ее как бы остановить. Она нашла? Нет, слава богу, она не нашла. После этого я понял, что я не хочу больше показывать этот фокус. Слава богу, не нашла. После этого выбежал ее то ли хахаль, то ли кто-то другой. Сказал, я сейчас сам разберусь, где этот колышек. Но я не знаю, почему он решил так сделать. Он выбежал, смахнул все вокруг, схватил за колышек. Вот так Кого? крепко его взял. Ну, да, он убрал Колышек пакет, за схватил за колышек, сел на сцену, начал его держать и сказал, он у меня. И все, и не уходит со сцены, держит колышек. Тогда я работал... Все спокойно, ребята, он не убежит. Он в надежных руках. Может, ты знаешь, есть такой блогер Алексей Столяров, это фитнес-блогер. Конечно.
не знаю, знаете, никто, ну, у него на самом деле 1 миллион подписчиков. В то время он работал со мной ассистентом, а так как он качок и такой серьезный блогер, серьезный фитнес-тренер, он пытался раскрепить его руку, чтобы достать этот колышек, но никак не получалось. В итоге я уже обратился к жениху и невесте, чтобы попросил их, чтобы они как-то остановили этот беспредел. Больше всего удивляло, что никто не пытался мне помочь. Гости наслаждались зрелищем. Это давайте на аперитив. У кого история жестче? Кто побьет? Ну, в нас тоже стреляли. Я помню, когда еще я выступала 380 тысяч лет назад в составе группы Viagra. Я помню, мы приехали, значит, на корпорат и заходим, и, значит, там такая гримерка, и сразу же заходим туда. У нас обычно, ну, как бы, там была отдельная гримерка, а тут заходим, а тут, значит, пиджейки, все уже без труселей. Что? Пиджейки сидят. Ну, без трусов, без лифчиков. Нам говорят, переодевайтесь. Что такое пиджейки? Девочки, которые танцуют гоу-гоу. Ага. Ну, собственно, одна большая гримерка, и все уже Дай там бог тебе раздеты. здоровья. И, собственно, все раздевайтесь. Мы говорим, ну, как-то мы не можем раздеваться прямо здесь, видишь, раздеваться. И нам говорят, слушайте, что-то пошло сразу не так. Значит, выхожу я на сцену, и, значит, мы такая сцена, типа а-ля какая-то резиденция, значит, я на сцене говорю, здравствуйте, начинаем работать, это песня для вас, тра-ля-ля, выходит чувак, просто так подставляет стул и садится вот так на сцене, яйца чешет, вот так вот. Мы все, ну, как бы, куда? Себе, и смотрят, типа, собственно говоря. Мы, значит, уходим со сцены, ну, как-то нас это оскорбило, и вдруг через секунду залетает чувак и говорит, блядь, суки вы, я сейчас вас всех порву, быстро, блядь, на сцену, немедленно. Я сейчас вас всех... И все начинаю. У нас день рождения, я за вас заплатил 30 тысяч евро. Мне типа 50 тысяч евро. Накидывай еще 80 тысяч евро. Не, 50 тысяч евро. Тут, короче, у директора белеет, потому что ему заплатили 30, стоит организатор, который 20 зажал, она тоже белеет. Короче, все белеют. Все, что делать? Быстро на сцену, быстро сказал. Значит, короче, мы все, какой-то заходит потом этот мужчина, у которого день рождения, он говорит, боже, я приношу свои извинения. Так, конечно, неловко вышло, очень извиняюсь. У нас такой милый праздник, ну перепил человек, ну что не бывает. Собственно говоря, все. Я такая думаю, надо, короче, разрулить. Выхожу, говорю, хорошо, ну только под ваше честное слово я выхожу на сцену. Значит, я выхожу на сцену и говорю такой шикарный, знаешь, тост. Говорю, давайте же поаплодируем человеку, который сегодня разрулил сложный конфликт. И чтобы так всегда было. И эта песня для вас. Значит, я начинаю петь, и в этот момент Надя в трусике, какой-то чувак начинает деньги слать. Значит, дальше была картина. Недостающие 20 тысяч как раз. Да, и такое, собственно. Большие трусики. В этот момент мы убегаем со Семейные сцены, такие. за нами начинают гнаться люди с оружием, кричать. Мы, значит, вот так вот прямо в этих костюмах забегаем в какую-то, стоит эта газелька какая-то, и стоит этот перепуганный человек, водитель. Мы Они стреляют ему прямо? на коленях. Говорим, пожалуйста, мы вас умоляем, пожалуйста, увезите нас отсюда. Он говорит, ну вы же понимаете, что меня убьют после этого. Мы такие, понимаем, ну увезите. Короче, мы вскакиваем в эту газельку, бежит сзади чувак с оружием, мы с труселями, с этими золотыми, понимаешь. Тут вещи. Ну-ка. Директор, ну что было, то забрали, понимаешь. Молодцы. Все, побежали, прибежали. Мы даже, по-моему, не поехали переодеваться в гостиницу, потому что мы понимали, что нас прибьют. И мы вот так вот, оставшись 8 часов, просидели в аэропорту и прождали рейс. Но И на вещи самом свои так и деле не забрали. дальше такого никогда не было больше в моей карьере. Уходили с Это был охраной. первый и последний раз. Слушай, я вспомнил тоже историю, но она не про корпоративы. Я сейчас подумал, что Ты корпоратив... сможешь побить эту? Корпоративы у нас были всегда замечательные. Не Аню. Не, Да. не Аня никогда. Аня прекрасная женщина. У нас был концерт в Ростове там, в рэп-времена, когда еще там мотня болталась ниже колен. Мы приехали, выступили, нас позвал организатор, он там был сын, внук чей-то большой. В общем, мы потом пошли после концерта в соседний клуб, который тоже всем принадлежал кому-то, отмечать. И так получилось, что в этом клубе было человек 70 парней и 2 девушки на танцполе. Естественно, мы Нормальные вот пропорции. мы так кругом уже стоим, потому что все были изрядно уже бар в большом городе. Кстати, давайте выпьем. Давайте. Что-то вы халтурите, ребята, со мной так не получится. Мне так ты нравишься. Понимаю. Нам с тобой придется исчезать. Да. Не получилось. И вот, Хотя изначально был другой расклад, да? и вот в моменте мы стоим на танцполе, и мой товарищ, знатный ловелас такой начинает подходить к ней. Мы, естественно, такие тоже сейчас думаем, ну не перепадет ему, пойдем следующий. И в этот момент рисуется какой-то чувак, кто говорит, это типа моя женщина. Типа все такие, ну типа, чувак. Одна из двух? Она одна и танцует с нами, понимаешь? Она не твоя женщина. Он говорит, нет, это моя женщина. И тут в моменте подходит наш организатор с хайболом. Это такой большой бокал, очень твердый. Смотрит на него и берет и разбивает ему об лицо вот так вот этот хайбол. Какое крепкое лицо. И разбивается бокал.
чувак падает, и оказывается, что из 70 человек, 7 человек это мы, а где-то 55 это его друзья. Тут же у нас, они причем, оказывается, половина из них рукопашники, а у второй половины оказываются стволы. Нам говорят, ребята, они несут стволы. В этот же момент прям вот мы стоим, вот здесь штаны эти висят, мы такие просто класс вообще. Наконец-то рэп начался в нашей жизни. Так вот для чего нужна эта мотня, чтобы Они раскладывать, говорят, да. все, на улицу. Этот чувак, который удар, говорит, все будет ровно. Мы такие, не похоже. Старина, вот очень, вот сейчас я видел ровно, это не ровно, это очень шершаво. Нас выводят через какую-то там задние двери, каким-то недостроенным или снесенным заводом. Мы выходим на улицу, и эти типы, которые вышли с того... Ну, знаешь, это была такая очень глупая ситуация. То есть вот здесь фот-клуб, нас выводят вот так, вот сюда. И мы выходим, и все, кто нас ждали, просто такие поворачиваются вправо. Мы на типа. И тут происходит потрясающая картина. Это надо было видеть. Подъезжает машин 8 ленд-крузеров. Из них выходит, 8 на 4, 32 человека. И за 17 где-то секунд кладут всех. Кроме вас? Да, кроме нас. Они были этого друга. Просто там... Мы в восторге. Смотрим, вроде никто не обосрался из нас. Вроде. Вот и уехали оттуда. Друзья, я думаю, всем очевидно, что победил Сашка Муратаев со своей историей. Да. Друзья, я вас, пока вы не напугались, я вас предупрежу. Я это писал в афише, в анонсе сегодняшней передачи. Я люблю выпить. Так вышло в моей жизни. Но у меня аллергия на алкоголь. Так. Я сейчас буду потихонечку краснеть, но это подсказывает тем, кто смотрит передачу, только одно, что мы пьем реальный алкоголь. Спасибо тебе. Мы не знали, какой индикатор сделать. Спасибо. Это я. А какая вот самая такая смертельная доза? Такой Что не с тобой бывает. будет происходить? Такой не бывает. Если я краснею. Я еще, знаешь, когда... На каком цвете нам надо испугаться? Когда алкоголь плохой, я иду бордовыми пятнами. Сейчас и проверим. Если какой хороший, алкоголь будет, да. я краснею равномерно. Неловко будет тому, кто виски нам подносит. Степа. Потом, в момент, когда я Мне белею... кажется, он бордовый уже немножко. Не, это еще... Не, там чуть-чуть Это еще краснее. щечки зарозовели. Дорогие друзья, я предлагаю прямо сейчас перейти к нашей рубрике «Я никогда не». Ребята, не просто так появился здесь этот поднос с божественными напитками от нашего Степы. У меня есть еще чаша. О, я знаю. Это, короче, у нас сегодня программа имени Дудян называется. Это у кого пьет меньше 15 сантиметров, это у кого больше. А что А делать? зачем тогда нам эти? Забирай, Степа. Я буду пить из своего. Ань, чувствуешь, опять ты вот... Опять Да про что ты члены. на меня? Что ты начинаешь? Вот Подожди, что ты- а ты Мне нравится постоянно история. про фокусы. Нет, Достал лучше уже, про реально. члены, я согласен, Давай. конечно, пожалуйста. Мне кажется, тебе чего-то не хватает. Котик, правда? Ты поможешь мне? Мне кажется. Вот ты не поможешь, так молчи. Я не могу помочь, я женат. Так все, Но молчи. у меня есть потрясающий диджей. Они поцелуются. Потрясающий человек. Да, хороший, да. Идеально воспитанный, молодой, Правда, зови. красивый. Диджей. Захар! Он Господа, уехал? этот кусок эфира мы продадим Малахову или Гузееву. Посмотрим, кто больше даст. Я предлагаю все-таки поиграть. Рубрика заключается в следующем. Здесь, в этой чаше... Про размер чаши что-нибудь нет, не будет? Тут должны мы шутить, понимаешь? В общем, в этой чаше лежат факты о вас, о каждом из вас какие-то. Как только, допустим, я никогда не убегал с корпоратива. Если вдруг вы убегали, то вы пьете. Понимаете? Да. Кто бы не достал, все. То есть, подожди, если... Если ты делал это то, что делал? здесь написано, то По ходу пьешь. разберемся. Блин, а что, Я никогда не читал рэп. Видимо, я Если пить ты не читал, буду. то пьешь. Ага. Да. Ну, давайте. А маленькую или большую? Как Какую вы хочешь. Ты прекрасная. Аня. Какая на тебя смотрит? Я никогда не воровал пиво. Могу рассказать эту историю. Ты но- выпей сначала, если ты Ты воровал. выпей сначала. А, если я воровал, то я пью? Да. А, господи, наконец-то. Давайте так. Давай. Поскольку, я человек не старый закалки, но на всякий случай. Все, что сейчас расскажу, чистый вымысел, ладно? Да. Потому что я за это ходил и говорил, что этого не было в менту. Мы это не записываем, мы это полицию. никому не покажем. Все в порядке, между нами В общем, останется. у нас У нас есть потрясающий, был на районе Бадаевский завод, который в какое-то время перестал функционировать. И там Лягу, чтоб тебе было удобно. его используют как хранилище. И на 9 мая, а там была ситуация, набережная Тараса Шевченко, где крыша мира, если кто-то знает. Да, да. Вот там была стена к этому заводу, и там были железные листы. Мы с ребятами подвыпили и ломом
оторвали железные листы забора, зашли, отворили ангар, где хранилось пиво. И весь район отметил 9 мая очень здорово. Это выдумка. Это неправда. Этого Это не было просто никогда. предполагаю. Это я просто, придумаю на ходу. Какая фантазия. Да, да. Но самая была проблема в том, что мы же все были молодые. И мы в этот момент все поднапились там этого пива. А там еще были вот эти маленькие погрузочные машинки. И, естественно, вместо того, чтобы взять пиво и уйти, мы начали играть в таранки. И в итоге мы высоки ушли, у нас была палатка. Мы ходили в палатке с пивом, меняли пиво ящик на ящик сникерсов. У нас был такой обмен. Все бы ничего. Но один из нас все-таки попался. Он катался на этих электрокарах до последнего и пьяный уснул. С утра пришла охрана. Нету половину ящиков пива. Черта разбито. Стоит электрокар, и в нем Очень мокрый человек в нем пьяный. спит, Ага. да, один парень. Но это, я напоминаю вам, всего лишь моя выдумка, потому что я никогда не был ни там, о чем я сейчас рассказываю. И никто из моих друзей там никогда не был. Никто не воровал пиво больше? А самое большое воровство в вашей жизни? Что Вы это? что, никогда не воровали пиво? Пива нет. Ну, не пиво, но сейчас узнаем, что. Дайте 2 пива. Я муку украла в магазине один раз. В смысле, Зачем? муку? Случайно вынесла, мне было Хотелось так печь? стыдно. Нет, хотелось печь. Случайно вынесла. Маленькая была, меня послали в магазин. Но я пиво не воровала, пить не буду. Нет, пиво не воровала. А вообще что? Ну, муку, а еще что? Все, В сознательном возрасте больше ничего? Вроде- Магнит. Ань, Стул ты же в обманываешь. Знаешь, я баба обеспеченная, могу себе все купить. А я вот могу уличить Могу купить человека, Аню в который обмане. сворует. Давай. Могу вот прямо сейчас. Да. Вы знаете, сколько мужских сердец Ау! украла Аня? О, золотой, вот это красиво. давай выпей. Ай, Исполняй, лежи. Так, я никогда не фотографировался для плейбоя. Ну, мужики, кто из вас? Я не фотографировался. Не, был у меня один плейбой. Нет, так нет. Значит, выпьем Так. за красивые А фотографии. сколько раз ты фотографировалась? 2. 2 пей. Сразу, одновременно. Да, сразу 2 одновременно. Раз, два. А что, вы меня не поддержите? Нет? Ну, правда, давай У нас поддержите. еще записочки будут. Ну, котики, давайте поддержите, но как-то не Ну, давайте. Я вот Давайте. такую маленькую малыша. Раз, а что я-то большую взяла? Что, так можно? Все, нормально все. всё Раз, правильно, Вера. два, три. Чтобы была третья. Я извиняюсь, что я пью сейчас? Есть сейчас какие-то... Это сок. Что вкусное. Забродивший сок. Как хорошо, что я не фотографировалась ни для кого-нибудь. Я заберу. Подожди. Я хочу рассказ. Я, наверное, редкий представитель артиста, который фотографировался для плейбоя, не снимая трусов и лифчика. На самом деле, да, я могу раза? продать любую обложку, не снимая лифчика. Я очень горжусь. Я и тоже. Это самые большие продаваемые обложки, поэтому... Знаешь, главное, что это же фантазия. Это же как глубоко ты запускаешь двигатель мужчины, не снимая трусов. Интересно. Цитата великих людей. Я примерно щас- понятно, о чём она, да. Попахивает новым Не, на самом статусом. деле, я соглашусь, что вот гораздо интереснее додумать, дофантазировать. Это очень здорово. А еще можно цитату, как это запустить механизм мужчины, не снимая трусов? Да. Да, я Хочешь запомнил. использовать? Хочу себе в статус просто контакты поставить. Ты коллекционируешь Трусы. Нет. Статус журнал. ВКонтакте. Максим. Откуда ты знаешь? Удивительно, не А знаю. знаешь, сколько раз я была на обложке журнала слушай, «Максим»? я- А сейчас он тебе Аккуратно, скажет. аккуратно, Он знает тут сколько. еще- Давай проверим, сколько раз она была на... 3 точно? Больше, да. Ну, я вот... 4. 4 раза, да. 3 я точно помню. Вот, но у меня на самом деле... А четвертый у меня еще, я хочу поменяться сейчас с другом еще. Вот. Не, да. По-моему, ты больше всех, да, снималась, если я не ошибаюсь? Ну, я так много снималась на Да. Максима. Вообще заняться больше нечем, просто. Да все ждали, когда снимут трусы все такие. А Аня Да такая, нет, нет. слушай. Нет, ну, правда, вы сейчас будете смотреть, но даже там, где я снималась в трусах, мне потом замазали такие, я такая, типа, на фотошопе без трусиков. Подожди, она везде А как, знаете, это слово называется? Замазали. Иллюзия. Иллюзия обмана. Иллюзия. Кто-то слышал, да, про это Иллюзия слово? трусов. Иллюзия Да, трусов, так она да. и называется. Саш, что-то, ну, ты помнишь эти фотографии? Они действительно все в одежде? Да. Ну, Это твое были разочарование или ты- замазаны. Нет, там они были замазаны, поэтому нет никакого разочарования. Все под цвет тела и кажется, что голые, поэтому...
Иллюзия трусов. А зачем собирают журналы? Ну, то есть там, когда сложишь все, там Слушай, я на самом деле могу сказать, что длинная есть такой стереотип, что журнал «Максим» это вот там развернул, сиськи, письки, да, голая женщина. На самом деле это... Это хаслер. Рецепты. Это рецепты очень на последней странице. Нет, там на самом деле очень много умной литературы именно... В Максиме. Я вам серьезно говорю. Я понимаю. Нет, если вы не читали, то есть там... Господи, я же идеальная женщина Там для вас. Давайте создадим семью. там публикуют очень много... Читает журнал «Максим» и интеллектуальным чтивом. Да. Нет, все рассмеют. Нет, на самом деле некоторые меня поддерживают, кто читает его на протяжении 6 лет, но там очень умные разные исследования печатаются. Умные разные исследования. Сразу хочется какой-то на колышек Я знаю, посадить, что да? ну я как бы вижу. Вот Ты откуда- говоришь умные разные исследования. Особенно, представляешь когда в Седокова. номере госпожа Седокова, то это... Сразу на колышек. Сразу на колышек. Как он Всегда. сразу говорил? Госпожа Седокова. Госпожа Седокова. Моя не Я добавила. читал ее интервью, я знаю, как зайти. Вот так. Госпожа. Тебе надо, чтобы ты когда с таким наименованием теперь? Госпожа Седокова. Госпожа Седокова, да. Думаешь, Да, господин ведущий. Я знаю, как зайти. Аккуратнее, аккуратнее. Не надо снимать трусиков, чтобы завести мужской организм. Я сажаю на колышки. Если... двигатель, я сказала, ты не Двигатель, помнишь, что я двигатель. говорю. О, Чья очередь? Ваша? Так. Так. Ну вот эту записочку я возьму. она большая, Пожалуйста, правильно? Я никогда не ошибался чатом в интимной переписке. Вы знаете про это, да, я смотрю? А переписка слишком слитно написана или нет? Переписка слитная, да, переписки. Да. Писки. Я думаю, это мега-писка. типа. Да, была интимная переписка, причем очень жестко откровенная. И я случайно отправил, там прям такое письмецо хорошее, организатору. Организатору, с которым достаточно часто работала, женского пола, и в возрасте 45 лет. Это не возраст. Это только начало жизни. Я не говорю, что... Я просто говорю, да. что в возрасте 45 лет, и мне надо было с ней на следующий день работать. Причем это было то время, когда еще нельзя было в WhatsApp удалять сообщения. В WhatsApp можно удалять сообщения? Да. Теперь да. Ну тогда, Саша, Серьезно? нельзя было. Ты не знаешь об этом? Сколько всего, Мне да? нечего скрывать. И там было, ну прям там было. И... А кому ты писал? А? Жена, барышня? Я писал девушке, да, ну как бы у нас не было с ней никаких отношений, это просто был какой-то флирт. Просто такой переписывались, да? достаточно откровенный, вот. Я лишь штанов И- ставила. Ой, подожди, сейчас минутка истины. Ты отправил ей член? Нет. А что там Нет, было? там Да было, опять ты. там было сообщение. Ты думаешь, он? Тот, Там- по кому ты... А что ты Смотри, там написал? было сообщение, Ну да. в котором член в чем-то участвовал. Дайте Как бы фотик. там. А, да ладно, в чем? Да. Честно. Надо кое-что во отправить. всем. Дайте телефон. Там прям было во всем. Что там Ты было? видишь, ты стал неинтересен. И когда, ну, Я грубо не- говоря, не это были столько какие-то отправлять. фантазии. какие-то. Какие? Слушай, вот Ну скажи. Скажи, ну все на все. Мы Давай, не подслушиваем. Пожалуйста, разговаривай. Да. Ирина Игоревна. там были вот так они. Они не Видишь? слышат. А вот как бы сейчас они должны Ну сейчас. что там? Там были, грубо говоря, фантазии, связанные с тем, что членом можно сделать с тем, кому я отправлял. Достать из шляпы что-то, кролика, нет? Слово «шляпа» сейчас приобретает. И это, наверное, самый стыдный момент был в жизни, потому что когда я понял, что я отправил это организатору, а это достаточно серьезный человек, у которого нет чувства юмора. Вопрос. И как ты выкрутился, интересно? Я, на самом деле, я достаточно быстро написал, грубо говоря, там... У меня вопрос. Алла Константиновна, извините, пожалуйста, это на самом деле мы пишем новое шоу, как бы, и просто юмористические шутки, бла-бла-бла. Но тупая была отмазка, и было понятно, что я как бы пытаюсь выкрутиться, но хоть что-то я должен был написать. На следующий день, когда мы встретились на корпоративе, я старался с ней не общаться. Я так... Александр, можно вопрос? Можно. А что вы можете достать из своей шляпы? Извини, я случайно Не говорила готовил про этот шляпу, вопрос. поэтому Не, на все. самом деле, я вот шоу, которое у нас идет, все кроме обычного, самый главный Нет, девиз нет. этого шоу, что мы не любим старых фокусов, у нас вот все современное. Так вот, что вы можете достать из своей Покажи шляпы? что-нибудь там. Показать что-нибудь? Достань из шляпы. Нет, давайте я вам покажу фокус. Нет, на самом деле, на следующий день вот с этим организатором Аллой я пытался как-то ее ментально, грубо говоря, заговорить, чтобы она вообще забыла этот случай. Есть в магии такое направление ментализм. Вы знаете, что такое ментализм? Нет, я нет. Конечно, на Максиме публикуется.
Я покажу, что это такое. Ну, это как бы... Не достав... Что там? Это из шляпы. Металлизм? Шляпа. Он и шляпу достает просто через карман. Это даже не фокус, это просто такой эксперимент. У Металлизм, мы меня есть поняли. вот такой кубик. Ань, давай с тебя начнем. Ты уверен? Я уверен, только смотри, ты Я уверен, что... ты должна слушать меня очень Не внимательно, отвлекай ее. Ей договорились? сейчас нужно внимание. Смотри, у меня есть кубик, здесь есть 6 цифр. Да. 1 ты тоже смотри, потому что ты тоже будешь участвовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Я буду перечислять тебе цифры. Да. Твоя задача после того, как я закончу, подумать об одной. У тебя будет 5 секунд, чтобы Хорошо. подумать, и потом Давай. передумывать нельзя. Готова? Давай. Смотри на меня внимательно. 3, 4, 1, 2, 5, 6. Есть? Задумала? Да. Думаешь о ней? Да. Теперь смотри, отвернись, так, чтобы я не видел, я тоже могу отвернуться. И положи себе этот кубик в руку. Нет, смотри, я сейчас тебе покажу, что надо будет сделать. Положишь себе кубик в руку этой цифрой, которую ты загадала сверху. Если ты Вот так. загадала 5, положишь вот так. Если 3, то Поняла, вот так. Если да. единица, то вот так. Закроешь рукой Да. и вот так будешь держать. Хорошо, давай. Сделай это так, чтобы я не заметил. Хорошо. Давай, главное, чтобы я не видел. Как закончишь, скажи. Вроде бы он не видит. Как закончишь, скажи. Да. Готова? Да. Вот смотри, я думаю, что ты, скорее всего, загадала, но девчонки вообще изначально загадывают всегда что-то маленькое, типа двойки. Я думаю, что, скорее всего, ты загадала двойку. Покажи нам всем. Как ты делаешь это? Но это статистика. Первый раз просто, потому что действительно девчонки в 90% случаев загадывают двойку. Особенно те, которые снимались в Максиме. Давай попробуем второй раз. Смотри, то Давай. же самое. Смотри на меня, смотри на меня. Я просто скажу несколько цифр. Давай. Отвратительный человек. Готова? Мне так он не нравится, если бы вы знали. Готова? Поехали ко мне сегодня. Все кондиционеры Максим такие. 4. Не отвлекаюсь. Сейчас 4, 3, 1, 2, Хорошо, смотрю, что... 5, 6. 4, 3, 2, 1, 5, 6. Загадала? знает мой телефон? Думаешь Да. о ней? Передумывать нельзя. Возьми кубик, сделай так же, чтобы она оказалась сверху, и закрой рукой. Чтобы я не видел, я не подглядываю. Зачем он просил нас участвовать? Нормально бы разобрались с Сарой. Готова? Загадала? Да. Ну, вот сейчас я, скорее всего, думаю, что ты загадала. Ну, ты такая, ты вот из тех девчонок, которые пытаются обмануть, наебать, грубо говоря, да, и, скорее всего, ты загадала то же самое. Я так думаю. Покажите, ну. Это было два. Ты не зря... Ужасный человек, просто кошмарный. Вау! Второй раз тебя... Это же ужас Ах ты какой-то. шельма! Понимаешь, как он... Сжечь его! Сразу же сжечь. Ну, почему сжечь? Ужасный человек. А как? Какое тебе нравится наказание? Пусть Аня скажет. О, Как мне нравятся эти гости! Продолжаем, ребят, продолжаем. Блин, какой Хватит ты крутой баловаться. вообще. Очень классно. Давайте Саше поаплодируем, это же очень круто было. Спасибо. Саш, Честно, причем я пыталась его запутать, но его Я это запутать почувствовал, да, невозможно. это было. да, круто. Я никогда не пас коров. Твою мать. Они все Опять про ты? тебя знают. Давай сюда. Я какое-то время своей жизни жил в семейном детском доме в Калужской области. И там приходилось, для того, чтобы содержать все это устройство... Это типа как с продленкой или как это? Нет, семейный детский дом. Это община, где живут различные семьи. Приезжают туда на волонтерской основе и берут детей из детского дома, но воспитывают их не своя семья. Одна семья берет 3 детей, другая семья берет 4 детей. И они все, у нас общая столовая, общая баня, то есть все общая школа одна, но просто живут в семьях. И я там жил. И у нас была ферма. И действительно, по утрам я вставал и пас коров. Я умею водить трактор. Я умею работать, собирать картошку, косить сено, пасти коров. Доить не умею. Не мужское это дело. Это круто. Это серьезно, очень да. круто. А ваша самая странная работа? Самое странное место работы? Да я с вами напьюсь, ребят. Я могу рассказать. Я работала когда я из очень бедной семьи, из такой, я не люблю это слово, и у нас не было денег, и я должна была куда-то помогать семье, и меня взяли ведущей работать. Я тогда училась в университете культуры и искусства, и на факультете диктор и ведущий программ. И тогда я искала работу, и я, значит, объезжала все... Нет, кто-то сказал, что в клубе в одном требуется ведущая женского дня. Женский день — это, собственно, девочки приходят. это куда женщины приходят. И мне, по-моему, лет 17, первый курс университета, и я такая прихожу, они говорят, ну вас, вот, вы должны стать не только еще организатором. И я выходила, я отличница, у меня там типа золотая медаль. И я выходила такая, значит, брала какое-то самое такое платье и говорила, а теперь на этой сцене встречайте абсолютно обнаженный
Тарзан! Встречайте! И тут выходит какой-то чувак, снимает труселя, кидает их в баб, я объявляю следующего, А потом... ты домашку делаешь в этом А я месте? типа в этот момент, да. За И него я причем. потом я как-то подросла, и меня взяли организовывать. Я помню, что у меня 18 лет были в записной книжке, типа там именно Тарзан, Ромео. Чуваки все какие-то стриптизеры. Много Я их изменилось с приглашала. тех пор? Да, я не люблю стриптизеров. Я тоже. Вот и вся история. Горе тебе. Не, у меня постоянная работа еще, там, где сейчас мы живем, мы снимаем квартиру, внизу есть азбука вкуса. И в этой, я все время, когда в нее хожу, и захожу там за соком или там доктор Пеппером, я очень люблю доктор Пеппер, потому что, помните, в детстве эти были золотые крышки какие-то? Да, Золотые да, они были. Да, Да, были. надо было собрать, куда-то отправить. Не Я знаю. отправлял. Да, у меня не было столько золотых крышек. И самое смешное в том, что я в этой азбуке вкуса работал. Когда мне было лет 14, я получил паспорт. Уже была азбука? Да. И я в нее пошел Молоденький. работать. Да. Я пошел в нее работать, и сейчас, когда я прихожу в азбуку вкуса за товарами домой, я каждый раз оцениваю витрины профессионально. И где что-то не доставлено, я думаю, халявит, воду не доставил. Я от этого не могу избавиться. Да, вот мне, А у тебя мне работа? стыдно вот за такую работу. Я там 3 дня Ты проработал. был Тарзаном? Не, если бы. А сейчас Я много работ, на самом деле, перепробовал, и вот 3 дня, в какой-то момент мне мама сказала, ты никогда не сможешь работать на какой-то постоянной работе, тебе не хватит, тебя не хватит, и я решил ей доказать, что продержался. это не так. Я устроился мерчендайзером в ленту и выставлял водку там, короче, целыми днями. И Элита, сразу водку. уговаривал людей. коллега. Как-то я продал мужику 22 литра ямской водки. Ой, 22 литра, 22 коробки. 22 коробки, в каждой было там по 10 литров А ямской он водки. зачем приходил? За печенькой? Я не помню, зачем он приходил. Но смысл в том, что мне настолько надоело За это. презервативами. Я понял, что я не могу работать за 130 рублей в час. Какие 130 рублей? 80 я получал в час. Тарзан получает Это больше. круто. Да. А ребят, мы с вами не пили. И раз уж мы заговорили про странную работу... Стойте, а вы я все бы работали хотела- в этих работах? Ну, с каких? Ну вот, которые сейчас обсуждали. Ну нет, я пила... пила. Ты пила, все? Я пила, такая была работа, ребят, Потрясающая извините. работа. Я хотела сказать, что моя странная работа, я работала таксистом. О. Таксистом? Так это ты эта девушка, которая приезжает? Да, одна, на всю А где Россию. что это было? Get такси? Я жила в Воронеже. Мне было 17 или 18 лет. У тебя была машина? Я купила тачку, свою первую тачку. Я только получила на нее номера, а мой друг открыл такси. Такси любимое называлось. Я получила номера. Была лютая зима, страшная, снег, снегопад. Мне дали номера 211. Он позвонил мне, у него отказались ехать все водители. 211. Он позвонил мне и сказал, 211 Козырно. по центру первый. Ну, естественно, я поехала. Мне очень хотелось. Я приехала, мой первый заказ был, я приехала, стою, жду. Выходят мужики, немножко после нашей программы, вот такие ребята выходят. Выходят, то есть. идут, да, подходят и примерно 5 кругов нарезают вокруг моей машины. Не могут найти дверь. Они не могут поверить. Я сижу очень сильно серьезно, очень сильно молодая, очень сильно боюсь, очень сильно на Сколько новой тебе было машине. лет? 17 или 18? В смысле, 17, Это буквально 2 года назад. Право, 18. 18, значит 18. Не пали контору. Вот, и я сижу в тачке за рулем, он типа стучит мне в окно, я чуть-чуть опускаю автоматическое стекло, опускаю, да, не вот это. Да, ты козырная невеста была? Да, опускаю стекло, говорю, что? Мы что, сейчас поедем? Я говорю, давай, братан, садись без разговоров. Ну и все, мы поехали. У меня было несколько заказов, порядка, неделю я продержалась, мне было очень сильно интересно работать, пока мне не натошнили в машине. Ребят, Ну, выпьем давайте, по маленькой. и перейдем к следующей рубрике. А это нам еще нужно? Нет, это вам. Можно я, как бывший бармен, угощу наших зрителей? О, Дим. Кто хочет нам Если бы я присоединиться? знала, я бы не пила. Давай. Кто еще хочет? Красавчик. Мужчина. Ребят, переставляемся? Так, давай, конечно, Сейчас конечно. снимем, как этот красавец хороший. Вон, большую бери. Досталась маленькая. Вы хотите? Сегодня, Александр, у нас с вами была уникальная возможность побыть в компании 2 красивых же женщин. Очаровательно. И я считаю, что за каждую из них мы должны выпить по этой стопочке. Ребята! Дело в том, что сейчас самый ответственный момент в нашем шоу. Эта рубрика называется «Город грехов». Это место и время, когда нужно врать и обманывать. Никто не должен понять,
правду вы говорите или врете? Я в Здесь этом есть- специалист. Здесь есть 2 конверта. В чем из? По каждому на вас. Врать и обманывать. Анна Седокова, это вы? Yes. Это я. Полагаю, это вам. Это Чеснокова. номер 1. Где Чеснокова? А, это я. Ребята, в каждом из конвертов лежат факты о вас. Один правдивый, в другом полная чушь. Какой вы прочитаете, выбирает коллектив. С кого начнем? Саш, давайте с вас. Давай с Легко. тебя. А что ты все время? Давай. Вы же пришли ко мне. Мы хотим с тебя. Мной закончим. Стой, хотим. Нет, хотим с тобой. Стой. Давай. Да, С вы меня? поддерживаете? Да. Давай. Посмотрим, как ты умеешь врать. Хорошо. Давай. Выбирайте. Конверт номер 1? Да. Конечно, номер 1. Конверт номер 1. У вас будет минута задавать мне вопросы. Давай. Я чуть не вышла замуж на гастролях. Белый. Это был Руслан Белый? Нет. Он был белый. Да. Он был А Руслан. почему не вышло? Одумалась? Хотелось? Нет. А ты замужем сейчас? Нет. Ты была Конца пьяная? Немножечко. Сколько ему было лет? Не знаю, 34. Может, вам интереснее, где это Мы было? вместе проснулись? Нет. Вы давно были знакомы? Да. Где это было? Хитрюга, я ему подсказала. Это было в Мюнхене. И здесь я, кам ты мальчишка, кам Я, ganz genau, я. А, Ой, точнее, в Мюнхене где? Мюнхен Где в Мюнхене? на площади, на А с Красной кем? площади. А тогда с кем ты гастролировала? Это был коллектив «Однажды в России». Я ей верю, просто сразу. Да, и что? А он был в твоем коллективе? Он русский, говорит по-русски? Да. Или по... А, он этот человек из твоего коллектива? Ты ему- он Это тебе А ты спала симпатизировал? со служивцем? Время! Ребята, время, минута прошла. Вот видите, если бы вы потренировались, сейчас бы вы Я думаю, задавали это правда. правильные вопросы. Как вы думаете, вранье это или правда? Я думаю, это правда. Почему? Ну ладно, это не Ты обязательно. похож на того, кто мог это сделать. А мне кажется, врет. Почему? Мне кажется, врет и не краснеет. Почему? Ты не веришь, что я Это настолько всё иллюзия. легкомысленная? Нет, я верю, что это легкомысленное, возможно. Давай так, если это правда, как-то ты ты- выпиваешь целиком. Что, вот это? Куда? Остановись. Мы иногда не дойдем до моего конверта просто. Так, нет, ты считаешь, что это вранье? Ну да. мне Хорошо, кажется, принимается. Аня? Вранье тоже. Это правда. Вранье. Ну как? Я в тебе уверен. почему? Вранье. Ну, мне кажется, что либо ты просто... Ты не, слишком не уверена. Я тебя спросил, где ты такая... Ну, либо она ты так стеснялась. круто Нет, я просто не врешь. поняла, как Мюнхен, Нет, а, может быть, ты ну, да. круто так врешь, и, собственно говоря, если ты врешь, то ты актриса супер крутая, но так... Ты актриса супер крутая! О, боже мой, значит, это правда? Да, это же очевидно. Ирина Игоревна не врет. Знаешь, я не могу... Даже, знаешь, я свойственна и известна тем, что поддерживаю глупые поступки своих мужчин. Я считаю, что это правда. Ты не мой мужчина, просто... Да, я понял, да. Просто это глупый поступок. Просто Да. пах! Вы считаете, что это правда, ты считаешь, что это... я- Это чушь полнейшая, ребята, ну конечно. Видишь, я умею сбивать женщин с правильного пути. Ань, прости, я обязательно это сделаю, обязательно. Подождите, продолжаем. Кто следующий? Кто готов? Да, я всегда готов. Просто Давай, не- Я готова. Давай. Давайте, Аня. Это Давайте. интересней. Мы выбираем первый или Давай второй. давай второй конверт. Так, конверт. второй. Все согласны, да? Да. У нас нет мнения. Давайте. Я спасла чужого ребенка. Я верю. Я тоже. Даже если это неправда, пизди. Ладно, скажи, а Где это было? Это было на гастролях в Сочи, по-моему. Ты его спасла по интернету или вживую, в реальном времени? Реально. как его звали? Это была девочка. Как звали ее? Ее звали... Девочка ее звали. Блин, по-моему, Катя. Не помню. От чего ты ее спасала? От пьяного папаши. Серьезно? А мама была благодарна? Мама не знает об этом. Тогда, может, не будем это А всё что папаша рассказывать? делал Набухался и словил белочку в гостинице. И И бегал потом- по гостинице. за ней? Да. А как ты спасла его? Бегал. Как ты Ну, спасла его начала... Ну, мы все спасали. Просто Сколько лет интересно, ребенку? как Анна Судакова Маленькая, останавливает лет 8. пьяного отца? А его остановила полиция, его забрала, а девочка осталась одна в Да, гостинице. короче, можно не продолжать. Понятно, что это И- правда. да. Это уже очевидно, как бы, что это правда. Да мне сейчас было очевидно, что это правда. Да не, просто когда даже я спросил, как его звали, она сразу сказала ее, она бы не смогла так соврать. Это просто... Ладно, да, это Это правда. А он умеет, это да. было- я не думала, что вы Это знаете... правда или ложь? Это правда. Конечно, Я не правда, думала, да. что вы знаете эту историю. Я знаю, кто вам рассказал ее, но на самом деле это был Я. сложный момент очень для нас всех. У нас ночью, мы после гастроли, мы выступали как раз с комеди с ребятами, и мы
Мы среди ночи услышали какой-то дикий ор вообще в гостинице, и папаша, значит, напился и просто, страшные вещи выкрикивал, и ребенок остался у нас, его повязали, куда-то увезли, ребенок, девочка осталась одна в гостинице. Но мы понимали, что надо что-то делать. И мой старший, мама 3 детей, собственно, я говорю, ладно, я забираю, и тут моя Мона звонит, и я ее забираю, говорю, пошли ко мне спать. И мы, собственно, я ее забрала, мы там смотрели мультики какие-то, и, в общем, все переживали за нее жутко. Утром пришла там женщина этого человека, начала извиняться, говорит, что он потерял очень много денег, мы просто потеряли, мы обанкротились. А ребенок всю ночь провел у тебя? Да. Мне кажется, что очень важно быть добрым человеком. Это самое важное. Да, ты молодец. И давайте же выпьем за доброту, за то, чтобы она жила в каждом Секундочку, сердце у Аня. нас. Ну давай вот за доброту ты выпьешь не как вот это, а выпьешь. Что есть? Ну ты вот, смотри, ты уже 3-й Человек тост. следит за Давай. этим, понимаешь, Да. есть опыт в выпивании. Слушайте, мне так нравится, как Доброту. меняется наше настроение. Все, переходим к Саш, Саше. давай. Сейчас, давайте Мистер- сиськи, Я? грудь. Да, что там еще? Ребят, я самое интересное. Выбирать вам. Давай первый. Конечно, я номер 1. Ужас, ты когда что ты там творишь вообще? Я пишу песню для Ксении Собчак. Нет. Скажи, в чем смысл этой песни? Какой текст? Я задал Ксении тот же вопрос. Я говорю, Ксения, о чем вы хотите, чтобы была эта песня? А как вы хотите, чтобы я вас позиционировал? Потому что для меня каждая песня – это в первую очередь психоанализ личности. Я не рассылаю 20 песен там 7 артистов, чтобы они выбрали. Нет, Я не могу мой задать стиль. вопрос? Я очень дорогой и очень редко работаю с людьми. Сколько это стоит? Я очень дорогой, пока она не Сколько выбрала. стоит? Сколько А. Она стоит? еще не выбрала. Это самый сложный вопрос, понимаешь? От какой суммы? С Минимум. одной стороны, Для Собчак. Минимум для Собчак. 300. 300 что? Минимум. 1000 рублей. 300 тысяч рублей. А максимум? А если она попросит по бартеру? А ты... А что Ксения Анатольевна может мне предложить? Вот нам интересно, что она может. Пиар в Инстаграм. Да ну я тебя умоляю. Но Тебя вдруг она распиарит. станет кем-то. Уже не станет. Кем? Ну, Слушай, и кем-то. что? И ты пишешь сейчас в процессе написания песен? То есть сейчас Я начал? обдумываю, какая эта песня должна быть. А то Как есть позиционировать ты еще не человека. написал ничего? У меня есть пару вариантов. Да, Это ну, она вывод, попросила ну, или твоя инициатива? Это ее инициатива. Минута прошла, ребят. Да врет же, конечно. Ну врет же он. Это что это за... Ребят, Как вы думаете, Аня, твой вердикт? Я же лохня, я всему верю. Это правда, да? Я думаю, вранье. Ты думаешь вранье? Я думаю, А вранье. ты что думаешь? Я Ты не знаешь смею правду? думать, я знаю правильный ответ. А, ты знаешь правильно ответ. никогда Аня не ошибалась. Это правда. Мы действительно были на одном выступлении, и Ксения Анатольевна подошла и сказала, говорит, почему до сих пор нет мне песни? Я подумал, что это как бы шутка. Мы обменялись номерами, И она реально позвонила. и мы списались потом. И недавно я участвовал в съемках шоу «Ищут...» Собчак сам не верит. Да-да. Я там... Шоу есть? Да, Ищут она сейчас помощника, да? ищет помощника Да. Ксении Анатольевны. И в моменте Ксения Анатольевна вышла, и там был кастинг одного из помощников. Она говорит, предположим ситуация. Ты помощник Ксении Анатольевны. Она попросила Александра написать ей песню, и ввиду пары обстоятельств мы не встретились, когда нужно было встретиться. Как ты будешь его уговаривать написать ей песню? И помощник мне уговорила. Да? Реально? Ого. Я тогда хочу сделать Надо фокус брать с Ксенией помощника. Собчак. Фокус. Фокус с ней? Много кто хочет сделать фокус с Ксенией Собчак? Подожди, пока тебя уговорит кто-нибудь, уломает. Ну что, Мы не давай? будем настаивать, но мы переходим к тебе, Александр Муратаев. Давайте мы не так. выпили? Мистер Нет, обманщик. Давай, да сейчас, давай. Выбирай, деточка. Я? Да. Правая или левая? Вот эта рука. Я не знаю, какая. Ты еще мешал. Номер 2. Давай, я здесь. Я с смотрю. тобой Я всегда, специально ты буду знаешь. читать медленно, потому что не думайте, что если я читаю медленно, значит я Да. думаю, правда это или ложь. Чё мы сами без тебя? Привет. Без тебя, без тебя. Готовы? Все вместе? Да. Все ненужным сразу стало без тебя. Однажды я проткнул ассистентку во время фокуса. Как? Есть такой иллюзион, когда Чем? кольями. Ага. Протыкать. Я была в Я этой верю. штуке. Ты была, да? Да. Серьезно? В Да. этом, в этой... Это была передача «Для меня». Она шла 7 лет назад, я в ней участвовал как раз. И я ни разу не показывал этот иллюзион. Естественно, ассистентка тоже была не в курсе, так как мы снимали и четвертьфинал, и полуфинал. Подожди, не рассказывай всю историю. Это был ящик или это было разрезание? Это был ящик специальный. Куда? Можно? Куда ты ей ткнул? Вот, прошло справа, вот здесь как бы зацепило. Для себя не показывай.
Брови печени, и доктор тогда сказал, что хорошо, что не задел, и прошло просто рядом, ну, как бы шрам сильно остался. Она с тобой еще работает? Да, ну, она на самом деле понимает, что это был ее косяк, а не мой, потому что она не успела спрятаться. Разжирела. И я был абсолютно не виноват Нет, в этом. там Скажи, прям да, я был не Как виноват. мужик Ты мужику. была в коробке в этой? Это правда? Да. Это правда. Все хорошо. У меня все. Это правда. Точно, я тебе говорю, Так, правда. господа, как вы считаете, правда это или вранье? Правда. Правда. Ты считаешь, что это правда? Это было? Александр? Вранье. Я профессионально. Отвратительный Я профессионально человек. умею врать. Ты сказал, как мужик мужику. Правила такие, Сань. Я обманул. Правила такие. Ради нашего шоу! Правильно. Спасибо! Ты Да я подлый бы враг. никогда с тобой Нет. вообще. Правильно. Отдай мне Никогда все с ним. мои журналы, Максим Назаров. Да, все. Не смотри, даже не смотри на не него. смотрю. Не смотри на него. Ах, мальчик. Я хочу сказать, что... Знаешь, что я думаю после этого? У него и журналов твоих нет. Да. У него... Нет, я могу сказать, что я в эту игру играл профессионально с друзьями года 3, Да. и я никогда не проиграл. Всё, То есть нет тебя, я нет. могу настолько честно говорить и убедительно, что... Примерно как я, да? Да. Ну, чуть похуже, конечно. Ребята, за вас! Спасибо вам, золотые! Нет, ну без... Без тебя! Без тебя! Ладно, я исправлю ситуацию, я покажу фокус. Ага. У меня есть колода карт, я покажу, что все карты разные. Перед тем, как мы выберем Стой. карту... Сколько раз ты показывал этот фокус? Этот немного. Подожди, бери. Я тебя научу. Ура, я Ты же пью стой, с стой. пьяным Подожди, фокусником. ты же делал сегодня интервью? Стой, ты же сегодня делал это интервью, где там гусарский надо было открыть бутылку? Да. Вот, это знаешь, что плохо тот гусар, который дожил до 27 лет? Я открыл всеми предметами. Смотри, я тебя научу пить по-гусарски. Давай. Вот так ставишь. Так. Сейчас фокус будет прям вообще ништяк. Черт, можно я вас в Курт Кобейн, Инстаграм гусар же у нас, вы секундочку? помните все? Сейчас мы Я заметим, не могу. подожди. Я все не смогу выпить. Я- сам Я смогу. В смысле не сможешь? контент-мейкер. Не, Сейчас, никуда, всё, секундочку. в смысле? Я не покажу тебе уже Контент-мейкер. ничего, ни фокус, В этом ничего. А фишка. можешь? Подожди, Нет, давай, слушай, давай. стоп. Нет, Трезвым- пожалуйста, не заставляй до дна пить, ну пожалуйста. Ну у тебя Да. чуть-чуть осталось, у него много, он обольется и Привет, мои хорошие. Поменяемся. Смотрите, Привет. прямо сейчас. Ань, привет. Привет. Лучший иллюзионист России. Здрасте. Привет, мои хорошие, прямо Здрасте. сейчас мы будем жестко Давай. бухать с локтя. Я уже выпил и налил опять полностью стакан. Гусар! Ой, смотрите программу «Бар в большом городе», «Бар в и вы большом увидите, городе». как мы плохо Пятюня. Да, разговариваем. да, есть такое дело, есть такое дело. Где ты? Берегите себя. Ладно, сейчас я хочу, чтобы все заказчики, организаторы, которые смотрят, я хочу, чтобы вы понимали, что даже в таком состоянии, как я показываю фокус. Итак, Знаешь, в таком состоянии я могу петь? Ань, смотри. Ань, И смотри. показывать фокус. Подпиши, Максим. Я могу показывать фокус. Заказывайте нас в Троите. Строите. Так, давайте. Итак, Ань, смотри, надо сосредоточиться. Давай, давай, У меня да. есть колода карт, Чёрт, все давай. карты разные. Я не буду заглядывать в колоду после того, как перемешаю. Я хочу, чтобы ты меня сама остановила, когда хватит мешать. Саня Наумов, я тебя люблю. Вот Кто? Саня Наумов. Это лучший иллюзионист. Да, прям, сейчас посмотрим. Давай. Давай, останови меня, когда тебе надоест, ладно? Остановила. Сейчас хватит? Да. Я не буду смотреть в колоду, я Не просто буду смотри, сейчас перелистывать, давай. а ты в любой момент меня останови. Скажи Давай. стоп, когда тебе надоест. Как часто ты останавливал мужчин? Стоп. Пока перелистываю только, смотри, да, чтобы колода не закончилась. Стоп. Вот сейчас, да? Да. Возьми, мне не показывай, чтобы я не заметил. Мне не показывай, только договорились. Боже, Мне я не не Покажи в показывай. камеру, покажи в камеру. Саша, покажи. Вслух не Покажи называйте. Саше. Вслух не Так, называйте. семерка пик, ага. Готово? Спасибо. Туз. Все, вы запомнили? Нет. А я, кстати, забыла тоже. Да, да. Покажи, пожалуйста. Запомнили? Я только что выпил, блядь. Все, Ань, убери в любое место в колоду. Прям в семерка центр. пик, так. И как следует помешай. Обожаю семерку пик Только вообще. я тебя очень прошу, сейчас нужно не забыть эту карту, договорились? Хватит меня гипнотизировать. Так, давай так, отдай Саше колоду, отдай Саше колоду. Вообще, на, Сань, мешай помешай. ты. Когда тебе надоест, остановись. О, я смотрю, ты профессионал. Да нет, я просто в покер иногда играю. Я, кстати, тоже играю. Сыграем? Я с тобой. Сейчас Я с тобой. что-то Береги мне не очень штанишки, хочется. куда Я ты чувствую, собрался? с тобой мне не очень охота играть. Ладно, смотри. Все, ты перемешай. Все, хватит мешать. Зажми между руками. Все, и больше никому не Впервые отдавай эту слово колоду. «резинка» в моей жизни приобретает другое значение. Да. Ань, смотри, у меня есть несколько карт, я покажу тебе. Это Спортлайф, спортивный клуб. Это ресторан Реклама пошла, «Баклажан» чувствуешь? Кинзовский. Это Банк Санкт-Петербург. Это мы в Реклама. Америке пользуемся. Видишь, Да. написано Это Александр прекрасно. Муратаев. Я знаю, да, Что- это- это, да, да. это Альфа-банк. Да. Ну, давай возьмем Альфа-банк, вот возьми. Здесь Тинькофф есть... возьми. Не надо брать Альфа-банк, возьмите неизвестную карту, они Смотри, не платят нам. здесь 16 цифр, возьми, посмотри. Да. Они выгравированы.
Да. И написано Александр Муратаев. Я хочу, чтобы ты загадала одну из них. Одну из 16 цифр. Вслух не говори, просто загадай. Да. Загадала? В камеру, покажи, пожалуйста, в камеру. Ну, не надо говорить, какую загадала, да. Покажите карту Муратаева в камеру. Только не 9, я тебя молю, не 9. Показали? Есть? Обратной стороной, на всякий случай, покажи. Ага, все, спасибо. Можно еще пин-код? Есть, да? Запомнили? Ань, ты загадала какую-то цифру из Да, этих 16, да? да. Вот именно из этих 16. Да. Можно твою ладошку? Да. Я эту карту переверну и положу тебе в руку. Накрою так, чтобы я не смог выхватить, это очень важно. Очень важно. Итак, смысл фокуса заключается в следующем. Ты сейчас назовешь цифру, которую ты загадала, допустим, 7. Я не знаю, что это за цифра. Ненавижу тебя. Ненавижу. Ты загадала 7? Да ужас. Итак, Саш, а ты отчитаешь цифру номер 7, хотя ты могла загадать абсолютно любую цифру. А ты отчитаешь 7-ю цифру сверху, и на 7-й карте... Можно будет- я отчитаю? Да, будет именно та карта, Понимаешь, которую они проблема у выбрали. тебя в жизни? Так, Понимаю, Мужики, мужики любят читать. раз, это не та. 2, 2, 3, три, 4, 5, 5, 6, 7. 7. Король кресте именно та карта, которую вы выбрали в самом начале фокуса. Нет. Нет. Не, он серьезно, я знаю. Подожди, сейчас, может... Я видел Наумова, я знаю, Шестерку кто уверен, будет. шестерку Не, не то. Сейчас будет развязка, да? Нет, подожди. Она здесь. Нет, А какая была? А какая? ты женщина. Нет, серьезно. Скажи, какая? Нет, скажи, она здесь, да, уже? Да. А какая из них? Девятка крестей. 9 крестей, да? Да. Нет. А какая? Ну, говорите уже. Ну, получилось. Ты что ты делаешь? Вот что? это три Валет человека. Бубей, да? Да. Валет Бубей. Подожди, ты же семерку вообще не могла... Ты не могла цифру 7 загадать, там нету семерки. Кто-то выпил. Подожди, посмотри, там нету семерки, посмотри. Посмотри, там нету семерки. Посмотри, что там написано. Прочитай. Ваша карта Валет Бубей. Петюня! Пошел ты отсюда! А? Что ты делаешь трезвым, я боюсь представить себе. Как, блядь, так вышло? А я видела этот код. Я знаю, ты часто задавала себе этот вопрос. видел, Саня Наумов, вообще молодец. Что? Я чувствовала, что что-то шевелилось. Понимаешь? Как часто это было? Как он это сделал? Это все, извини. Часто. Практически всегда. Саш, ты наш богиня. Ну, Бог. Я не стала говорить Бог, чтобы не было претензий от верующих. Ну, мало ли. From my heart, it will be freestyle, you know? Да, давай представь! Я вначале на камеру иллюзиониста. Я пью сегодня далеко не чистый. Сегодня рюмочки летят в голову, как выстрел. В отличие от тебя, я напился быстро. Рядом со мной Седокова Анна. Анна и Ирина, извините, что я пьяный. Извините, что фокусов нету у меня. Но вот такая вот фигня. Эти пацаны с любовью из Кубы. Аня, у тебя замечательные губы. Мы в каком-то клубе и непонятно. Я перемотал бы наше интервью опрос. Шрамами на теле, мы так не хотели, поискали Шантара. Стали шрамами на теле, глубоко задели, половины дома. Шрамами на теле, мы так не хотели, поискали Шантара. Стали шрамами на теле, глубоко задели, половины дома. Мы с тобой искали шрамами на теле. На этой и на той неделе. Все, что мы хотели, чтобы нас забыли, чтобы нас не вспоминали, чтобы нас унесли в заоблачные дали. Это бар в большом городе. Этот бар нравится мне вполне. Это бар, и я не часто убегаю туда, как будто от гепарда набраться. Снимаешь нас на видео, сними так, чтобы все это увидели. Потому что когда Саша пьяный, он рифмует без малейшего изъяна. А сейчас на распев все вместе повторяем припев всем. А сейчас на распев все вместе повторяем припев. Мы так не хотели,
деле, поискали Шантара. Стали шрамами на теле, глубоко задели, половины пополам. Шрамами на теле, Поискали Шантара. стали шрамами на теле, глубоко задели, половины пополам. Словно малдеры искали, мы с тобой искали. Нам с тобой кубик льда в бокалы накидали. Я такой, эй, а что это было вначале? Они все взяли, блин, и перемотали. Нас снимают сотни мобильных телефонов. Кубинцы играют для игнона. Чисто вам и чисто нам, и чисто здесь. И это самая благая весть. Я вижу, это двойка. Угадай, какая? Пики, ух ты, фига, откуда я, блин, знаю? Вот такой вот фокус, вот такой расклад. Я передать тебе место для припева рад. Я телек, Мы так не хотели, поискали Шантара. Стали шрамами на теле, глубоко задели, половины пополам. моя манте. Шрамами на теле, мы так не хотели. Ребята, это самое восхитительное, что происходило у нас. Это самая большая вакханалия, которую нам удалось устроить здесь, за этой стойкой, в шоу-бар в большом городе. С нами были Саша Муратаев, который просто сегодня нас всем поломал мозг. Анна Седокова, восхитительная, невероятная, просто волшебная. И Саша Эсте, который нас всех сегодня напоил. Не я. Меня зовут Ира Шнакова. Это кот Хавана оркестра. Я хочу сказать вам спасибо. Это фокус, это фокус. Спасибо вам. Подписывайтесь, будьте с нами, смотрите новые выпуски, мы скоро вернемся. Это бар.